Привет, ребята! Знаете, что ледники могут скрывать больше, чем просто холод? В этом видео мы окунемся в мир ледяных загадок и узнаем, как вековые льды прячут от нас нечто удивительное. Под их толщей могут обнаружиться не только артефакты и окаменелости, но и потерянные самолеты, о которых давно забыли. Как вам такой поворот? Эти находки могут сильно перевернуть наше понимание истории и того, что она скрывает. Готовы нырнуть под лед и посмотреть, что там? Поверьте, будет немало сюрпризов. В 1999 году на склонах вулкана Невада-Сабанкая в Перу была обнаружена мумия девушки 14-15 лет. Эксперты предполагают, что ее вместе с несколькими другими детьми выбрали для ритуального жертвоприношения из-за привлекательной внешности. Были найдены 3 мумии, которые, в отличие от египетских, подверглись глубокому замораживанию, а не бальзамированию. Тело 7-летнего мальчика уже подверглось исследованию, тогда как останки 6-летней девочки ученые пока не осмеливаются изучать. Существует предположение, что в нее ударила молния, что может повлиять на точность анализа. Гипотезу о жертвоприношении 3 детей подкрепляют находки рядом с ними. Золотые и серебряные предметы, одежда, блюда с пищей и необычный головной убор, украшенный белыми перьями неизвестных птиц. Предыдущие исследования показали, что перед жертвоприношением детей целый год кормили элитными продуктами – кукурузой и сушеным мясом лам. В 2015 году, примерно в 18 милях южнее Северного полярного круга, ученые сделали сенсационное открытие. Они обнаружили следы древней цивилизации, относящейся к Средневековью. Несмотря на то, что находка была сделана в сибирском регионе, специалисты пришли к выводу, что эти люди имели связь с Персией. Останки были обернуты меховыми шкурами, возможно, медвежьими или росомашьими, а также берестой и украшены медными изделиями. Благодаря условиям вечной мерзлоты тела хорошо сохранилось, превратившись в своего рода мумии. Всего на территории древнего поселения исследователи насчитали 34 небольших могильных холма и 11 тел. Сначала предполагалось, что все погребенные были мужчинами и детьми, но в августе 2017 года ученым удалось обнаружить, что одна из мумий принадлежит женщине. Ее назвали «полярной принцессой». Специалисты полагают, что эта женщина занимала высокое положение в обществе, ведь она стала единственной найденной женщиной на данном участке раскопок. Работы над изучением артефактов продолжаются, и вполне возможно, что впереди нас ждут новые удивительные открытия. Лед действительно является превосходным природным консервантом. Его эффективность мы уже отмечали ранее, обсуждая сохранение продуктов питания, таких как пицца. Однако лед также служит идеальной средой для сохранения древних животных. Примером этому служит недавно найденный в Сибири шерстистый носорог, возраст которого значительно превышает ваши ожидания. Благодаря таянию вечной мерзлоты местные жители обнаружили невероятно хорошо сохранившиеся останки этого представителя фауны ледникового периода. Как только новость распространилась, исследователи незамедлительно отправились в Сибирь, чтобы собрать максимум данных об останках животного. Анализ показал, что носорогу было около 3-4 лет на момент гибели. Что касается даты его смерти, вас ожидает настоящий шок. Эксперты предполагают, что животное пролежало подо льдом около 34 тысяч лет. Этот факт подтверждает, что криогенная заморозка – лучший способ сохранить молодость. Никакие современные косметические процедуры, включая ботокс, не могут соперничать с этим природным феноменом. Сибирь издавна славится тем, что является местом обнаружения древних животных, отлично сохраненных благодаря местным льдам. Поэтому находка носорога не стала большой неожиданностью. Тем не менее, научное сообщество пребывает в состоянии волнения, ожидая новых открытий. Мы уже убедились, что лед обладает способностью сохранять объекты на протяжении веков. Вот очередной пример. Ученые обнаружили солдата, который остался практически нетронутым временем спустя многие годы после своей кончины. Группа альпинистов, исследовавшая заснеженные вершины Индии, неожиданно натолкнулась на обломки самолета индийских военно-воздушных сил. Последующее изучение показало, что катастрофа произошла приблизительно полвека назад. Лед способен хранить самые разные вещи, будь то животные или человеческие останки. Эти находки, несмотря на свою мрачность, помогают нам глубже понимать окружающий мир и его прошлое. В
В конечном итоге, если такие открытия радуют ученых и исследователей, возможно, они принесут радость и обычным людям. Подледная рыбалка – это увлекательный вид спорта, однако иногда он может преподносить сюрпризы. Однажды два брата отправились ловить рыбу зимой в северной части штата Индиана, США, и столкнулись с необычным зрелищем. На озере Ваваси они обнаружили удивительную картину. Две рыбы, застрявшие в ледяной ловушке посреди схватки. Это был своеобразный урок природы, показывающий, как щука пытается съесть окуня. Сцена словно застыла во времени. Что конкретно случилось на том месте, остается загадкой. Однако некоторые факты мы можем предположить. Вероятно, щука оказалась слишком жадной и переоценила свои возможности. Возможно, ей не удалось полностью проглотить окуня, вследствие чего обе рыбы погибли, поднялись к поверхности воды и замерзли. Кто-то мог бы увидеть в этой сцене произведение искусства. Хотя это и нестандартная форма творчества, нетрудно представить себе известного живописца вроде Рембрандта, который создал бы полотно с изображением сражающихся рыб. Название картины могло бы звучать как «Рыбья битва», «Замерзший трофей» или даже «Последний бой». Этот случай демонстрирует, насколько природа способна создавать уникальные и порой завораживающие сцены. В 1991 году немецкие туристы, путешествовавшие по Альпам, натолкнулись на останки древнего охотника, вмороженного в лед и удивительно хорошо сохранившегося. Ученые дали ему имя Эцци и установили, что он жил около 5000 лет назад. На момент смерти Эцци было примерно 40 лет, а его рост составлял 5 футов 4 дюйма. Исследования позволили выяснить, что у него были проблемы с деснами, атеросклероз и боли в желудке. Однако причиной его смерти стали не болезни, а столкновения с врагом. Воин из вражеского племени ранил его стрелой, вызвавшей значительную кровопотерю. Когда Эцци потерял сознание, враг, вероятно, добил его ударом дубинки по голове. Эти подробности удалось узнать благодаря сохранившемуся во льдах телу. В 2014 году археологическая экспедиция в Антарктиде сделала сенсационную находку. Были обнаружены 3 удлиненных черепа. Эта находка вызвала широкий резонанс, так как, по оценкам специалистов, возраст черепов составляет не менее 3000 лет, хотя ранее считалось, что первые люди достигли Антарктиды лишь в XIX веке. Поначалу возникла версия, что останки могли принадлежать инопланетным существам. После тщательного изучения загадочных черепов ученые пришли к заключению, что они не подвергались преднамеренному изменению формы, а их необычные очертания являются результатом мутации человека или неизвестного науке животного. В 2011 году на норвежском леднике Лендбрейн была обнаружена старинная туника, изготовленная из овечьей шерсти. Ученые установили, что этому предмету одежды более 1500 лет. Туника была создана методом ромбовидного плетения, а ее владелец, судя по всему, имел рост между 5 футами 5 и 7 дюймами. Данная находка представляет собой большую историческую ценность, поскольку до нашего времени дошло очень немного предметов гардероба той эпохи. В 2011 году группа исследователей занималась поисками останков мамонтов в Якутии и России, но вместо этого им удалось обнаружить останки щенка, жившего в эпоху ледникового периода. Благодаря вечной мерзлоте тело животного прекрасно сохранилось, несмотря на то, что прошло более 12 тысяч лет. Палеонтологи окрестили находку туматским щенком в честь села Тумат, где он был найден. Также его называют догром, что переводится с языка якутов как «друг». Специалисты предположили, что на момент гибели щенок был не старше 2 месяцев, а причиной его смерти стал земляной оползень. Главной задачей ученых стало определение вида найденного животного. Для этого российские ученые отправили образцы в шведский центр палеогенетики. Шведскому центру принадлежит самый крупный в Европе банк ДНК всех собак мира, но в этом случае они не смогли сразу идентифицировать его. Одной из причин возникших трудностей является тот факт, что это животное относится к периоду разделения видов. Волк и собака отделились друг от друга как отдельные виды примерно 15-40 тысяч лет назад, пояснил профессор эволюционной генетики Лев Дален. Осенью 2016 года российские ученые в Арктике обнаружили секретную нацистскую базу, получившую название «Кладоискатель», по-немецки «Schatzgraber». Из руин бункера, открытых исследователями,
извлечено около 500 исторических предметов времен Второй мировой войны, включая бензиновые канистры, бумажные документы, патроны и предметы личной гигиены, а также обувь со свастикой, рассказал пресс-секретарь Национального парка «Русская Арктика» Юлия Петрова. Ученые предполагают, что это была метеостанция, созданная по приказу Гитлера в начале войны. Она функционировала недолго. Считается, что сотрудники станции отравились медвежьим мясом и погибли. В 2014 году исследователи нашли в сибирской мерзлоте огромный вирус, которому позже присвоили название питовирус. Согласно утверждениям ученых, его возраст превышает 30 тысяч лет. Причем только треть генов этого вируса оказалась известной специалистам, в то время как сам вирус содержит 500 генов. Для сравнения, у ВИЧ их всего 12. Специалисты уверяют, что для человека этот новый вирус не представляет опасности, так как он паразитирует исключительно на амебах. В 1911 году во время экспедиции в районе пролива Макмердо геолог Томас Гриффит Тейлор заметил, как из большого ледника стекал красно-оранжевый водопад. Исследователь предположил, что такой необычный цвет в воде придали водоросли, сохранившиеся внутри ледника. По мнению ученых, источник водопада находится в озере, образовавшемся под ледником около 1,5 миллиона лет назад. В 2004 году они смогли объяснить причину столь необычного оттенка воды. Все дело в высоком содержании железа и микроорганизмов, которые живут без доступа к солнечному свету и кислороду, поскольку озеро скрыто под более чем 1300-футовым слоем льда. К тому же, вода в нем достаточно соленая, что объясняет ее способность не замерзать даже при экстремально низких температурах. Самое большое подледное озеро в Антарктиде было открыто в 1994 году. Оно названо «Восток» в честь расположенной неподалеку российской антарктической исследовательской станции. Озеро находилось под слоем льда глубиной более 13 тысяч футов, и доступ к нему удалось получить только в 2012 году. Исследовав взятые пробы воды в лабораторных условиях, ученые обнаружили ДНК неизвестных науке бактерий. Они предполагают, что это озеро существовало еще до обледенения континента и может содержать потомков древних организмов. Альпы скрывают не только природные красоты, но и настоящие сокровища. В 2013 году французский альпинист совершенно случайно обнаружил клад с драгоценными камнями на вершине Мон-Блана. Мешочек, наполненный рубинами, изумрудами и сапфирами, находился в металлическом контейнере. Эксперты оценили стоимость находки почти в 300 тысяч евро. Французский турист передал все полиции, проявив благородство, чтобы выяснить происхождение этого мешочка, прокомментировал ситуацию эксперт. Оказалось, что ящик с драгоценностями принадлежал пассажиру самолета индийской авиакомпании, потерпевшей крушение на Мон-Блане в 1966 году. За свою честность альпинист получил вознаграждение в размере 150 тысяч евро. В 2017 году мумифицированные тела швейцарской пары были обнаружены техником горнолыжного подъемника неподалеку от ледника Цан-Флёрон в западных Бернских Альпах через 75 лет после начала поисков. В августе 1942 года Марселен и Франсин Дюмулен покинули свой дом в горной деревушке Шандолен, чтобы покормить скот на соседнем пастбище, но больше их никто не видел. Предполагают, что они провалились в трещину на леднике во время плохой погоды. Ледники способны сохранять не только древние артефакты, но и сравнительно недавние объекты, такие как этот самолет времен Второй мировой войны, обнаруженный туристами в 2012 году. Археологи определили, что это обломки С-53 Skytrooper Dakota, американского военно-транспортного самолета, который потерпел крушение в неблагоприятных погодных условиях в швейцарских Альпах в 1946 году. Самолет следовал рейсом из Вены, Австрия, в Пизу, Италия. Отступление ледников в Лендбрине, Норвегия, открыло ранее неизвестный горный перевал, позволив археологам обнаружить разнообразные артефакты, принадлежавшие охотникам и завоевателям прошлого. Исследователи считают, что найденные подо льдом предметы быта относятся к различным эпохам, от римского железного века, около 300 года нашей эры, до эпохи викингов, примерно 1000 год. Среди находок оказались не только снегоступы, подковы, кости лошадей, фрагменты саней, берестяные сосуды и ткани, но и охотничьи орудия.
Особенно примечательны железные стрелы с острыми наконечниками и ножи с деревянными рукоятями. Деревня Пайо, которая сегодня является частью Северной Италии, в свое время была самым высоким населенным пунктом Австро-Венгерской империи. Военные действия велись здесь вплоть до окончания Первой мировой войны. Бои шли на высоте 6500 футов. Мины разрывали скалы, лавины сносили технику и людей, а экстремально низкие температуры выводили из строя оружие и сковывали движение стрелков. После завершения конфликта мир быстро забыл об альпийском конфликте. Однако с таянием ледников в регионе археологи и историки стали проявлять интерес к событиям тех лет. Под ледниками были обнаружены фрагменты боевой техники, каски, оружия, трогательные любовные письма и даже останки солдат. В 2012 году ученые извлекли из ледника мумифицированные тела двух австрийских военных. Ледники служат своеобразной сокровищницей для археологических и исторических находок. Замерзающие слои льда сохраняют предметы и останки, позволяя ученым заглянуть в далекое прошлое и изучить, как развивались цивилизации и изменялись технологии на протяжении многих столетий. А у меня, друзья, есть для вас интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. На сегодня это все. Всем пока!